Когда-то Алекс Риверс был обычным парнем из пригорода, а теперь миллиардер, инвестор и владелец нескольких технологических компаний. Он жил в Нью-Йорке, летал на частных самолетах и чаще общался с советами директоров, чем со своей собственной матерью. Старый дом в Луизиане, где он вырос, казался ему далекой частью жизни, почти забытым воспоминанием. Но этим летом он все же решился навестить мать. Без предупреждения, без охраны, без свиты помощников. Просто сел в машину и поехал один, впервые за много лет. Дом почти не изменился. Те же ставни, тот же покосившийся забор, старая вишня у крыльца. Его мать, Мэри Риверс, теперь уже почти не вставала с постели, возраст и болезни взяли свое. Алекс нашел ее в спальне, у окна, с пледом на коленях и книгой, которую она уже не могла читать. Она удивилась визиту, но улыбнулась. В ее взгляде не было ни упрека, ни удивления, только тепло. Алекс обошел дом, и его поразила одна деталь – идеальная чистота. Не показная, не гостиничная, а теплая, живая, все сияло, пахло выпечкой, окна были прозрачными, на подоконниках цветы. Кто-то здесь явно заботился о доме. Он ожидал увидеть сиделку, медсестру, возможно, помощника по хозяйству. Но в кухне он наткнулся на женщину лет 30. Простая одежда, повязанный платок, руки в муке. На нашивке было имя – Сандра. Сначала он решил, что это очередной наемный персонал, нанятый агентством. Но потом начал замечать странности. В шкафу ее книги, в кладовке ее консервация, в углу кухни фотография его матери и маленькой девочки, которую он не знал. Он молча наблюдал, как Сандра поднимается по лестнице, несет еду, меняет белье, поправляет подушку под спиной старушки. Делает это не по обязанности, а с лаской, с любовью, которую не сыграть. Он слышал, как она читает ей вслух, как смеются вместе, как она поет ей старые песни перед сном. Потом Алекс узнал правду. Сандра сирота, выросшая в приюте неподалеку. Его мать когда-то помогала этому приюту, приносила детям одежду, готовила угощения, читала им сказки. Именно Сандру она когда-то приютила у себя на лето, девочка осталась навсегда. С тех пор, как здоровье Мэри ухудшилось, Сандра ухаживала за ней. Без оплаты, без контракта, без просьб. Просто потому, что считала ее своей семьей. Алекс стоял в дверях кухни, остолбенев. Все, что он считал заботой, долгом, успехом, в тот момент поблекло. Чужая женщина, не родственница, не сотрудник, делала для его матери то, что он не находил времени сделать сам. Он уехал через 2 дня, но уже другим человеком. Позже, в числе новых фондов и инвестиций, появился один незаметный пункт – крупное пожертвование в приют Луизианы. А старый дом, по просьбе Сандры, остался нетронутым, с той же вишней, цветами на подоконнике и фотографией, на которой теперь было 3. Если вам понравилась эта история, поставьте лайк и подпишитесь, впереди еще много удивительных рассказов.